меня зовут Лена, я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить вкуснейший шоколадный торт, который не оставит никого равнодушным. Фантастический вкус, необычайно нежный крем и красивый декор. Готовится торт несложно, а выглядит очень эффектно. Друзья, сегодня я хочу предложить вам свой продукт, в который я вложила много времени, сил, своего опыта и знаний. И уверена, что он будет полезен многим из вас. Это небольшая книга, содержащая сбалансированный рацион на 14 дней. 3 варианта калорийности так, что каждый сможет выбрать подходящую для себя. И это не просто рацион, это памятка по правильному питанию. Что выбирать, чем заменить какой-то продукт, десятки вариантов замен и подсказок. Они позволят вам сделать свое питание полноценным и разнообразным, выбирая ваши любимые продукты, в том числе и бюджетные. Эта программа питания точно понравится всем, кто любит сладкое. Я включила в нее много ваших любимых ПП-десертов, потому что я уверена, что отказывать себе в чем-то вкусном и любимом не стоит. Книга содержит активные ссылки на видеорецепты. В этот полезный сбалансированный рацион входят все микро- и макронутриенты для хорошего самочувствия, нашего здоровья и красоты. Думаю, такой рацион будет отличным подарком себе, подруге или любимой маме. Ссылку оставляю в описании под видео. 5 яиц нужно разделить на белки и желтки. Каждое яйцо я разделяю над небольшой емкостью и, убедившись, что к белку не попало ни грамма желтка, перекладываю его в чашу для взбивания. Тщательно перемешивая, добавляем к желткам 100 грамм горячей воды. Сюда же добавляем 45 грамм миндальной муки. Можно использовать и другие виды муки, но если вы выбираете зерновые варианты, то рекомендую увеличить количество до 60 грамм. 25 грамм льняной муки. Она даст коржам эластичность и мягкость. Сюда же добавляем 25 грамм какао и 5 грамм разрыхлителя. Тщательно перемешиваем все ингредиенты венчиком. К белкам добавляем подсластитель. У меня это подсластитель с высоким уровнем сладости, поэтому я добавляю его немного. А значит, для стабильности белков нужно добавить полграмма ксантановой камеди. Это натуральный ингредиент, который поможет стабилизировать белок в отсутствии сахара. И нам не понадобятся такие недешевые ингредиенты, как эритрит или сироп. Если у вас пока нет ксантановой камеди, посмотрите варианты замены в описании под видео. Начинаем взбивать на средней скорости. Потом переключаем на высокую. Внимательно следите за белками, чтобы их не перевзбить. Во время взбивания вы можете увидеть, что за венчиком остается след, который уже не опадает. Останавливаем взбивание, проверяем. Видно, что белки неподвижны при повороте чаши. В этот момент нужно перестать взбивать, чтобы не перевзбить их. Небольшую порцию белка перекладываем к шоколадной массе и тщательно размешиваем. Здесь важно добиться однородности, чтобы не осталось непромешанных участков. Еще немного белка. Размешиваем. На небольшом количестве белка это сделать проще, чем потом на всей массе. Перекладываем всю шоколадную часть к белку и размешиваем аккуратными движениями лопатки снизу вверх. Когда белки взбиты, медлить уже не стоит. Действуем быстро, а духовка должна разогреваться. Правильно взбитые белки не опадают. Камедь помогает им сохранить объем при добавлении остальных ингредиентов. Получается пышное объемное тесто. Перекладываем тесто на противень, застеленный антипригарным ковриком или пекарской бумагой. Разравниваем и отправляем в разогретую до 160 градусов Цельсия духовку примерно на 25 минут. Готовность коржа проверяем деревянной шпажкой. Она должна выйти сухой. Когда бисквит почти остыл, переворачиваем его вместе с ковриком.
Если корж хорошо пропечен, то коврик отходит очень легко. Для оформления этого торта нам понадобится один круглый корж диаметром на 1,5 см меньше, чем форма, в которой будет собираться торт. У меня будет форма диаметром 16 см, значит корж я вырезаю диаметром 14,5 см. Также вырезаем длинные полосы шириной 6 см. Такой высоты будет бортик торта. Кондитерское кольцо диаметром 16 см ставим на подложку, на которой будет подаваться торт. Внутрь выкладываем ацетатную ленту, хотя в данном случае это не обязательно. Выкладываем бортики торта. У меня немного не хватило на всю окружность, но это легко исправить, вырезав еще один кусочек нужного размера. Коржи должны стыковаться вплотную друг с другом. Внутрь выкладываем круглый корж. Накрываем эту конструкцию пищевой пленкой и храним в холодильнике до готовности шоколадного мусса. Для мусса заранее замачиваем 4 грамма желатина в 24 граммах холодной воды. Оставляем набухать по инструкции. Также нам понадобится 100 грамм молока. Добавляем 10 грамм какао, подсластитель, перемешиваем и отправляем на плиту. Доводим до кипения при постоянном помешивании. В горячую массу добавляем набухший желатин. Перемешиваем до полного растворения. И добавляем 70 грамм горького шоколада без сахара. В моем шоколаде содержание какао-продуктов 72%. Если у вас меньше, то возьмите больше шоколада. Также нам понадобится 500 грамм рикотты комнатной температуры. Для однородности рикотту нужно измельчить с помощью блендера. Добиваемся гладкости и добавляем в нее шоколадную массу. Можно также перемешать с помощью блендера. Нужно получить гладкий однородный крем. Перекладываем этот крем в форму с коржами. Можно переложить полностью, а можно оставить часть крема для декора. Выравниваем. Накрываем торт пищевой пленкой и оставляем в холодильнике как минимум на 4 часа для полной стабилизации. Оставшийся крем для декора перекладываем в удобную емкость. У меня осталось 190 грамм. Накрываем пищевой пленкой в контакт и храним в холодильнике. Для вкусной и блестящей шоколадной глазури заранее замачиваем 2 грамма желатина в 12 граммах холодной воды. В сотейнике соединяем 90 грамм апельсинового сока. Если вы не любите кислинку в десертах, вместо него можно взять любую жидкость, например, молоко или даже просто воду. Добавляем 15 грамм какао-порошка и подсластитель по вкусу. Перемешиваем и отправляем на плиту. Доводим до кипения при постоянном помешивании. В горячую массу добавляем набухший желатин. Перемешиваем до полного его растворения. И добавляем 20 грамм горького шоколада без сахара. Тщательно перемешиваем до однородности. Заливаем теплую глазурь на холодный торт. Теплая глазурь достаточно текучая, чтобы распределиться по торту ровным слоем. Отправляем торт в холодильник примерно на 30 минут до застывания глазури. Оставшийся крем для декора стабилизировался в холодильнике.
И прежде чем использовать его для розочек, нужно его хорошо размять. Это можно сделать либо просто лопаткой, в принципе крем достаточно податливый, либо взбить крем миксером, тем самым добавив ему воздушности. Получается вот такой мягкий крем. Перекладываем его в кондитерский мешок с насадкой и храним в холодильнике до момента украшения торта. Когда глазурь застыла, снимаем кондитерское кольцо, ацетатную ленту. Кстати, если вы будете подавать торт не сразу, то можно оставить пока ленту на торте, чтобы корж не подсыхал. Декорируем торт небольшими розочками из крема по окружности. Получается вот такой простой и очаровательный декор. Блестящая поверхность глазури, розочки нежнейшего крема и мягкий шоколадный корж вокруг. Давайте его разрежем. Это очень нежный, мягкий шоколадный торт. За счет такого необычного способа сборки в нем много крема, и крем этот очень мягкий, но при этом торт стабилен. Воздушный шоколадно-миндальный корж, вкуснейший мусс, сладкий и нежный, буквально тающий во рту, и вкуснейшая шоколадно-апельсиновая глазурь. Такая глазурь добавляет изюминку в любой, казалось бы, простой по вкусу тортик. Вроде бы все в этом торте шоколадно, но разные текстуры и разные оттенки вкусов создают гармонию и совсем не простой, а интересный многогранный вкус. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!